В этом видео мы рассмотрим, как собрать интерактивную веб-карту на Mapbox и добавить на нее слой, а точнее shapefile, опубликованный на геосервере, в виде векторных тайлов. То есть вот так будет выглядеть наше итоговое приложение. Как мы видим, карту собрана на Mapbox. И здесь у нас опубликованы районы Москвы, на которые можно нажать и получить атрибутивную информацию в виде всплывающего окна. Таким образом, что нам предстоит изучить и какие ссылки нам потребуются для данной работы. Во-первых, понятное дело, нам необходимо изучить API Mapbox, то есть как создать такую примитивную карту, хотя бы некоторые конструкторы посмотреть. Также мы будем использовать геосервер, который развернут у нас на сервере, и нам необходимо будет установить расширение для векторных тайлов, для того, чтобы можно было работать с мапбоксовскими типами векторных тайлов, а именно PBF. Соответственно, все ссылки будут под видеозаписью, ссылка на приложение будет также лежать под видеозаписью. Весь код можно будет посмотреть там. Итак, первое, что необходимо сделать, это собрать карту на Mapbox. Соответственно, делается это очень просто. Как мы видим, структура нашего документа опять невероятно простая. То есть мы видим теги head, добавляется ссылка на JS файл Mapbox и ссылка на CSS файл Mapbox. Стиль самый обычный, самый стандартный для отображения карты, то есть высота 100%, ширина 100% у ID, у элемента с ID map. И, собственно, само body, само тело HTML-страницы состоит только из одного div, у которого и ID map. Ну и, собственно, поехали по скрипту. Первое, что необходимо для работы с Mapbox, это получить токен Mapbox. Соответственно, можно получить тестовый токен для ограниченного набора, для ограниченного какого-то функционала, но здесь его будет вполне достаточно. И что нам нужно сделать, это собрать карту. То есть мы заходим в справку по Mapbox API, самая первая страница это map, и смотрим, какой конструктор у map, какие свойства берет на вход этот конструктор, и вообще какие есть у него методы. Ну и можно пример даже посмотреть, как он оформляется. По факту мы что должны сделать? Мы должны указать, в какой элемент будет положен наша карта. Мы должны указать стиль карты подложки, то есть basemap для нашей карты. Мы должны указать центр карты, очевидно, это широта и долгота. И мы должны указать стартовый зум. Соответственно, при необходимости можно посмотреть, какие еще опции можно указать, и поразбираться с ними на данной странице. Соответственно, если мы сейчас закомментируем все, что касается слоя, и сохраним, то у нас останется только одна карта в приложении. Соответственно, вот так она будет выглядеть. То есть только карта-подложка осталась и не добавлен слой. Соответственно, дальше раскомментируем и посмотрим, как мы будем добавлять слой векторных тайлов на нашу карту. По факту, соответственно, где у нас лежит этот слой? Это shapefile, он был опубликован на геосервере. То есть здесь мы видим наш слой, вот он так называется, граница административных округов W1251. Мы можем его посмотреть на геосервере с помощью OpenLayers. Соответственно, у нас есть столбец CountryNum, в котором указано название административного округа Москвы. И как вы видите, вот он меняется здесь в зависимости от клика по соответствующему административному округу. Дальше, как он у нас опубликован? Для этого заходим в слои, нажимаем на выбранный слой, и помимо стандартных настроек публикации мы можем зайти в кэширование тайлов и увидеть здесь отмеченную галочкой опцию Application Mapbox Vector Tile. То есть мы опубликовали его как векторный тайл типа Mapbox. И каким образом у нас появилась вот такая вот запись при публикации? Перед публикацией слоя мы установили расширение для векторных тайлов. Соответственно, на данной ссылке указано, как это сделать.
То есть надо зайти на данную страницу, выбрать версию вашего геосервера, например, 2.15.0, и в экстеншенах найти, собственно, векторные тайлы. И дальше по инструкции уже распаковать в определенную папку, и у вас должна появиться опция публикации слоев в виде мэпбоксовских векторных тайлов. Как только мы поставили чекбокс напротив данной строчки и нажали «Сохранить», то у нас появляется возможность добавить слой в виде мэпбоксовских векторных тайлов на карту. Соответственно, каким образом это делается? Здесь есть свой конструктор. Понятно, что добавлять слой мы будем только после того, как сработает событие загрузки карты, а именно событие load. Поэтому у нас здесь так и оформлено, то есть наша переменная map, которая отвечает за объект класса map в mapbox.jl. И как только произойдет событие load нашей карты, по сути, мы начнем на нашу карту добавлять слой с помощью метода addLayer, и внутри свойств, то есть внутри конструктора данного метода, необходимо указать следующее. Необходимо указать ID данного слоя. Зачем, соответственно, мы рассмотрим чуть далее. Но самым основным является указание source layer, а это название должно совпадать с названием слоя на геосервере, то есть с вот этим названием. Дальше здесь указан стиль, и основное свойство это source, то есть тип векторный, схема TMS и, собственно, сама ссылка на тайлы, на PBF тайлы, как мы видим. И здесь у нас опять-таки указано название нашего слоя вместе с хранилищем из нашего геосервера, то есть ссылка на геосервер. И также указана проекция, в которой опубликован наш слой. То есть, если мы обратим внимание, то наш слой опубликован в данной проекции 9.0.0.9.1.3. И, соответственно, вот она здесь и указана. Ну и все, дальше минимальный максимальный зум, на котором отображается данный слой. Соответственно, обновляем карту, вот наш слой работает. Теперь, как мы оформляем клик на карту, клик, точнее, по слою. Мы оформляем его с помощью события клика по карте и указания ID слоя, по которому произошел клик. То есть клик обрабатывается не по событию клика на слой, а здесь по событию клика на карту. То есть map on click, и дальше в качестве параметра указывается ID слоя, клик на который мы хотим обработать. Ну и все, дальше указывается просто callback в виде функции, которая на вход принимает event, то есть точку, куда кликнул пользователь, и при помощи конструкции mapbox.jl метода popup строится самое примитивное инфо-окно, которое отображается в соответствующих координатах при помощи метода setLongitude-Latitude. При помощи setHTML мы отображаем, как мы уже помним, значение из столбца country_none, и, естественно, мы добавляем данный popup, то есть данное инфо-окно на карту. Ну и дальше здесь, вот в этих 6 строчках, мы добавляем некий интерактив для того, чтобы при наведении на любой объект данного слоя курсор менял свое изображение на соответствующий клику курсор, то есть чтобы пользователь понимал, что объект кликабелен. Соответственно, это делается опять-таки при помощи обработки события карты, то есть при помощи обработки события объекта map, а именно mouse enter, то есть когда курсор наводится на что-то, а именно на слой с данным ID, то есть, как мы помним, это ID нашего слоя. И в качестве callback используется метод карты map getCanvas, стиль, курсор, и мы указываем одно из ключевых значений, соответственно, курсора, а именно pointer. И точно так же, аналогичным образом, мы обрабатываем события onMouseLeave, а именно увод курсора с объекта данного слоя, то есть слоя с ID границы AO V1251 ID. Ну и, соответственно, курсор превращается в стандартный
стиль курсора отображается как стандартная стрелка. Таким образом, если мы закомментируем эти строчки, то, как видим, сейчас курсор меняет свое изображение. Если мы их сохраним и обновим карту, то курсор не будет менять свое изображение никаким образом. Однако, естественно, клик останется, потому что клик мы не комментировали. Ну и последнее, что добавлено в этой карте, здесь добавлено Navigation Control, то есть контрол навигации. Ну вот он. Если мы его закомментируем и обновим карту, то, как мы видим, у нас исчезла возможность приближения и отдаления с помощью плюса и минуса, которые были в правом верхнем углу. Соответственно, добавим его и добавим еще Scale Control, то есть контроль масштаба, который должен появиться в левом нижнем углу. И вот, как мы видим, он появляется. У нас опять-таки добавился контроль навигации, то есть при повороте карты мы всегда можем вернуться на север при нажатии данной кнопки. Ну и появился контроль масштаба. То есть, в принципе, ничего сложного. Как эти контролы добавляются, очевидно, написано в справке. То есть, если мы здесь посмотрим на пункт User Interface, увидим различные типы контролов, которые здесь есть. Navigation, Geolocation, Attribution Control, Scale Control, который мы только что сейчас добавляли. Вот есть еще Full Screen Control. Соответственно, можно попробовать его добавить. Сохранили. Запустили нашу карту. И у нас добавился сразу Full Screen Control, который позволяет нам перейти в полноэкранное отображение нашей интерактивной карты. Да, так что Mapbox как API довольно удобная. В принципе, все довольно просто и понятно здесь. Особо разбираться не очень сложно. То есть все на интуитивном уровне понятно. То есть, еще раз подытоживая, чтобы отобразить любой shape-файл в виде векторных тайлов с помощью Mapbox, нам необходимо первое собрать примитивную карту на Mapbox, а для этого нам нужен токен. Второе, нам необходимо иметь геосервер, на который мы опубликуем наш shape-файл. То есть это может быть локальный геосервер или геосервер не локальный, но на который есть доступ. И третье, нам необходимо на этом геосервере установить расширение векторных тайлов для того, чтобы получить возможность публикации слоя в виде мэпбоксовских векторных тайлов. Все, дальше нам просто необходимо с помощью примитивного конструктора добавления слоев указать правильно source layer, то есть название нашего слоя на геосервере, и ссылку на тайлы, опять-таки на наш геосервер, то есть на опубликованный нами слой. И, соответственно, работая с векторными тайлами, мы опять-таки работаем не просто с каким-то некликабельным объектом, а мы вполне можем повесить на те же векторные тайлы обработчики клика по различным объектам, повесить на них открытие всплывающих окон с атрибутивной информацией по объекту данного слоя. То есть при большом количестве данных, чтобы карта не зависала и работала быстро при движении, при скролле, нам, конечно, необходимо отображать объекты в виде векторных тайлов. На этом пока все, то есть мы немножко познакомились с API Mapbox, но, конечно, основное это то, что мы научились отображать векторные тайлы, то есть любой shape-файл, который у вас опубликован на геосервере, может быть отображен в виде векторных тайлов с помощью Mapbox и подключен на карту, также на Mapbox-овскую карту. Конечно, векторные тайлы можно добавлять не только на Mapbox, их можно добавлять и на Leaflet с помощью плагинов, и на OpenLayers, и видео по тому, как это делать, мы сделаем чуть позже. Так что, если возникают какие-то вопросы, пишите под видеозаписью в комментариях или отправляйте нам на почту, которая указана в канале. Ну и также пишите свои запросы по следующим видео, которые бы вы хотели, чтобы мы разобрали на нашем канале.